Обратите внимание на этот жест. Пальцы, скрещенные на затылке. С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов. Раздел «Антистресс». Очень практическая информация. Смотреть полностью. Такая поза говорит о потребности избежать спора, но может также выражать кратковременную усталость и указывать на то, что пришла пора сделать перерыв. Когда вера в себя ослабевает под давлением шумных аргументов, пальцы стараются расположиться так, чтобы усилить ее. Но самое главное, согласно моим наблюдениям, это типичная поза человека, который уже принял решение, но пока что не объявил вам о нем. Все ваши попытки и дальше убеждать оппонента будут напрасными. Почва неминуемо уйдет у вас из-под ног. Собеседник свято придерживается определенных взглядов, под которыми подписывается целиком и полностью. Скрещивание пальцев на затылке также позволяет изобразить позу беглеца, человека, пасующего перед стрессом и демонстрирующего потребность расслабиться, или перед другим человеком и его требованием. Пальцы, скрещенные на затылке, совершенно нормальное дело на рабочих заседаниях или учебных семинарах, поскольку уверенность в себе имеет тенденцию слабеть, когда начинает ощущаться усталость. Но идет ли речь только о реакции на нехватку сил или данная поза служит сигналом об отрицательном отношении к тому или иному предложению в целом? Этот вопрос спорный. Также важная информация. Если натренировать жестовую дисциплину, вы наберете очков в стоической борьбе вашего тела со стрессом. Прочитайте данную информацию, чтобы понять, как это работает, и получить очень полезные знания. Подпишитесь на канал, чтобы иметь доступ ко всем жестам, которые помогут вам понять собеседника, а не его слова. Всех благ, дорогой зритель! Узнаем о человеке все.